let's get started. Начинаем. Вижу ваши комментарии. Значит, пока нет вопросов. Отлично. Тогда переходим сначала к тесту. Let us go to the test that we are having today. Как я сказал, сегодня у нас с вами будет короткий тест. Simple test. Пару вопросов. Совсем немного. We have approximately 1, 2, 3, 4, 5, 6. Может, 7-8 вопросов. 6-8 questions, roughly. И в чем задача? What's the task? The task is simply to find the mistake and correct the mistake. Мы уже с вами рассмотрели present perfect simple, perfect continuous и важные нюансы, как for и since. И задача читайте предложение. В каждом предложении есть ошибка, без вопросов. Там есть ошибка. И задача найти, где же эту ошибку, и исправить. И ваш исправленный вариант напишите в комментарии. Я все читаю, и мы с вами посмотрим, сколько правильных и неправильных ответов. И, конечно же, будет объяснение от меня. Let's do it. The first, just a second. Yeah, let's do that. The first question. В чем ошибка в этом предложении? Harry is unemployed since last year. Пишите правильный вариант, если вы нашли ошибку, в комментарии. Harry is unemployed since last year. Write the correct answer in the chat. Для каждого вопроса примерно секунд 30-40. 30 to 40 seconds. Harry is unemployed since last year. What's the mistake? В чем тут ошибка? What's the mistake in this sentence? Write your answers in the chat. Okay. Okay. Вот я пытаюсь заставить вас думать. Окей. Я читаю ваш вариант. Ждем еще пару секунд. Где тут ошибка? Предложение неправильно. Так носитель, мы так не говорим. И в чем же проблема? Нина, окей. Окей. Я вижу ваши ответы. Правильный ответ. Мало правильных. Оля не хватает смыслового глагола. We don't have the main verb in your sentence. Okay, правильный ответ. Harry has been unemployed since last year. Harry has been. Тут нам нужна present perfect simple. И вопрос, почему я вижу ваши варианты? Тут был у нас was unemployed. Тут was совсем неправильный. Past simple совсем не подходит. То есть сказать Harry was unemployed. Нельзя сказать since last year. Можно сказать was unemployed last year. Это правильно, но из-за слова since уже показывает, что он был и до сих пор есть таким безработниц. Без работы. Он был без работы, до сих пор остался без работы. Поэтому was уже совсем не подходит. А сказать Harry is unemployed since last year тоже неправильно, потому что с present simple мы не можем указать срок. Поэтому можем сказать Harry is unemployed как факт. Он без работы. Это правильно. Но как мы договорились с вами, чтобы указать, что я
потерял работу в прошлом году, и с тех пор до сих пор я без работы. Мы скажем, I have been unemployed since last year. И тут почему у нас present perfect simple, потому что глагол to be, глагол состояния, как мы с вами рассмотрели на прошлом вебинаре. То есть правильный ответ, как видно на моем экране, Harry has been unemployed since last year. Еще раз, могли бы сказать, Harry was unemployed, но тогда без since. Was unemployed last year, он был без работы в прошлом году. И человек сразу понимает, что он уже нашел работу, скорее всего. He was unemployed last year. А Harry is unemployed – это как факт. Мы не можем с present simple указать как долго. Просто Harry без работы. Harry is unemployed. А когда нам важно сказать, как долго он уже без работы, нам уже нужно present perfect simple. I have been unemployed. Еще пару примеров. Let's say, I have been a student for 5 years, for example. Но как факт, я студент, I'm a student. И все. Я был студентом, I was a student. Но я студент или я студент уже 5 лет, нам уже нужно present perfect. I've been a student for 5 years. Или я студент с 2015 году. Say, I have been a student since 2015. Насколько это понятно? Пожалуйста, пишите плюс, if it is clear. Почему ваш вариант был неправильным? Если нет, пишите тогда вопрос. It's not really passive, Irina. It is not really passive. It is just the present perfect simple. Like, yeah, really. Okay. Okay, it is clear so far. So let's practice a little bit. А как вы скажете? Как вы скажете? How would you say? How would you say? Just a second. How would you say? Yeah. How do I say that? Ладно, я не будет. Ладно. Переходим дальше. Let's go further. I wanted to give one more example, but I think дальше будет еще больше примеров. Поэтому пойдем по плану. The next question. Как правильно сказать? We have had our new flat since last month. В чем тут ошибка? Читаем внимательно. Тут есть одна ошибка. We've had our new flat since 6 months. There is a mistake here. И исправьте, можете одно слово или пару, чтобы было быстро, пару предложений или фраз, которые исправляют эту ошибку. Пишите в чат. Окей. Okay. Okay. Since 4. That is great. Молодцы, ребята. Все верно. Практически все правильно ответили. Тут правильный ответ. We've had our flat for 6 months. Когда мы указываем общее количество времена, нам нужно for. А since это с какого-то момента. А for 6 months, for 10 years, for. То есть по факту смысл не отличается, а просто разные слова. То есть могу сказать I have had. I've had my car for 3 years. Или I have had my car since 2022. Нет никакого отличия между этими предложениями. Просто одно с for, второе с since. That's it. Тут вроде все понятно. Идем дальше быстренько. Cause of our time. The next question, the next sentence. В чем тут, what's the mistake? Найдите ошибку. How long have you been knowing your husband? Write the correct version. How long have you been knowing your husband? Тут есть ошибка, we have a mistake. И нам нужно исправить эту ошибку. To correct this mistake.
How long have you been knowing your husband? Уже вижу ваши варианты. Мы с вами говорили об этом на прошлом вебинаре и тоже на уроке на платформе. На этом курсе мы уже с вами также об этом говорили. How long have you... Когда вы просто одно слово пишете, не совсем понятно, где вы исправляете, где ваше исправление. Поэтому лучше хотя бы 3 слова. At least 3 words. Тогда будет более-менее понятно, где ваше исправление. How long? Вот еще идеально, когда полностью пишете, как Олья. Это больше времени занимает, но это лучше для практики. Perfect. Все верно. How long have you known your husband? Потому что, и хотя тут вопрос про длительность, почему нам нужна present perfect simple, а не present perfect continuous? Кто может нам сказать? Я же вижу ваши комментарии в чате. Да, все верно. Потому что know – это глагол состояния. It's a state verb. И мы не используем в continuous. Мы в continuous не используем. Окей, это понятно. Let's go to the next question because of our time. Где тут ошибка? Where's the mistake here? Emily has been a volunteer for 10 years ago. Emily has been a volunteer for 10 years ago. Correct the mistake. Okay. Okay, yeah, Bijam, I can see one response. The second response еще пару секунд. Okay, let's wait for a couple more seconds. Where's the mistake? Найдите ошибку и исправьте предложение. Without... Okay. Okay. Тут на самом деле я вижу ваши варианты. Emily... Окей. Да, все верно, ребята. Я выбрал один вариант, но я вижу по факту 2 возможных правильных ответа. Irina, I have a question? Или 2? Two correct answers. Yeah, correct. 2 correct answers. То есть можем сказать, we can say, мой вариант, покажу мой вариант сначала. Так как говорим про present perfect, я выбрал Emily has been a volunteer for 10 years. Это правильно, но тогда без ago. Ago только относится к прошедшему. Past simple все завершено уже в прошлом. Если бы мы хотели использовать past simple, могли бы сказать Emily was, тогда, как многие из вас уже написали, was a volunteer 10 years ago. Это тоже правильно. Но в чем отличие между ними? Еще раз. Во первом случае она все еще является volunteer. Во втором она больше этим не занимается. Вот отличие между ними. Во первом все еще является volunteer. Во втором больше не является волонтером. Volunteer. Понятно? Плюс, если да, если не совсем минус в чат. A plus in the chat or a minus based on how clear that is. If it is clear, write a plus. Not so clear, write a minus. I have a question. Please go on, Irina. Maybe Emily was a volunteer 10 years. 10 no. Да. For 10 years without a go. Yeah? Да. Еще третий вариант. Молодцы, ребята. That's correct. Еще все верно. Могли бы еще сказать, уже без ago, Emily was a volunteer for 10 years. Да, в обоих случаях она больше этим не занимается. А в первом она все еще является volunteer. Молодцы. That's great. That's great. То есть, как мы замечаем, как мы заметили уже, past simple все уже закончено
в обоих случаях. А тут все еще продолжается. Present, perfect, simple. Okay, let's go on. Пока не вижу, кроме комментариев от Ирины, нет вопросов. Отлично. Let's go on. The next question или предложение, the next sentence, нужно исправить также. В чем же ошибка? It hasn't rained since 2 months. It hasn't rained since 2 months. Since 2 months. Жду ваши комментарии. Уже вижу in the chat. That is correct. That is correct. That is correct. Okay. Perfect. Rain 4. Correct. That is right. Вы же понимаете, что когда мы указываем общее количество, the total duration, нам нужно 4. Поэтому тут не since, а 4. It hasn't rained for 4 months. Означает уже for 2 months. Означает уже 2 месяца у нас не было дождь. It hasn't rained for 2 months. Okay. Let us go on. Все вроде тут понятно, довольно просто. The next sentence. How long has your parents been married? Я решил добавить это предложение. How long has your parents been married? Как долго родители уже в браке? Уже вижу ваши варианты. That is correct. That is correct. Тут это уже вопрос невнимательности, потому почему-то люди считают, что parents — это оно, а не они. Уже заметил, решил добавить. Все верно, ребята, это же они. Поэтому how long have, не has, а have. How long have your parents been married? How long have they been married? И ответ к такому вопросу также с форм present perfect. They've been married for, например, for 10 years. В моем случае for about 45 years. Sorry, 40 years. My parents have been married for 40 years. Или they have been married уже since. Give a date, say since, I don't know, let's say, just ради примера, since 1985, for example. They've been married since 1985. So, либо for 40 years, либо since 1985. Both are correct. Но если бы человек, если бы они были в браке, уже развелись, и мы хотели знать, как долго они были в браке, уже вопрос будет for how long, или без for how long were they married? Уже were. Не have they been, а were. Сразу носитель понимает, что они больше, то есть даже без указания каких-либо слов, когда мы слышим how long have they been married, мы сразу понимаем, что они все еще в браке. Когда мы слышим how long were they married, понимаем, что они больше либо не в браке, либо кто-то из них уже нет в живых. Сразу же понимаем, что больше нет брака, поэтому past simple. Есть ли у кого-нибудь questions? Does anyone have any questions? Пока нет, все всем понятно. Отлично. How long have? That's correct. Тогда идем дальше. Let's go to the next sentence. У нас осталось уже несколько. Скоро закончим эту часть. The next sentence, как правильно сказать? Не как правильно. Где тут ошибка? They are having their dog since they got married. They are having their dog since they got married. То есть у них есть эта собака уже с тех пор, как они поженились. Собака с ним живет с тех пор, как они поженились. What's the mistake? Нужно писать хотя бы либо предложение полное, либо несколько слов. Просто одно слово не хватает.
Okay. Okay. Perfect, не continuous. That's correct. Не continuous. Но какой perfect? Еще важно, какой еще perfect? Andre, which perfect are we talking about? Perfect simple или perfect continuous? Okay. Okay, that's great. Молодцы, ребята. That's correct. That is correct. They have. Правильный ответ. Молодцы, ребята, все верно. They have had. They've had their dog since they got married. И тут понятно почему. Потому что have — это у нас глагол состояния. Даже хотя это мы указываем, что с тех пор, как они поженились, но нельзя нам сказать в английском they have been having their dog. Это уже ошибка. Since they got married. Это ошибка, потому что have — это глагол состояния в этом случае. Но можем сказать, we can say they've been, let's say they've been having, let's say, this, should I say, I can think of a context, где можно have правильно использовать как глагол действия. Nothing comes to mind. Have, как мы уже знали, может быть глагол действия. It is possible. Но не смысл иметь. Например, let's say, for example, they've been having, да, пусть будет так, they've been having lunch for an hour. Они обедают уже час. В этом случае present perfect continuous вполне правильный. Потому что have уже не имеет глагол обедать. Это уже глагол действия. А вот с have, с смыслом принадлежности, like я имею, уже continuous не подходит. А почему не present continuous? То есть, one second, вижу комментарий. Обед — это у нас не breakfast, а lunch. Кто пишет в чат. Окей. Вот. То есть мы не можем использовать глагол have как глагол состояния в present continuous или в present perfect continuous как глагол состояния, as a state verb. Но как глагол действия уже можем. То есть могу сказать I have a car. Нельзя сказать I'm having a car. Уже будет неправильно. Или I have a house. Нельзя сказать I'm having a house. Уже ошибка. Но могу сказать I am having lunch. Или I am having a meeting. Or one second, I'm having a good time. Хорошо провожу время. I'm having a good time, I'm having lunch, I'm having a meeting. В этих случаях глагол have уже передает смысл действия. Я хорошо провожу время, я обедаю, я провожу встречу. То глагол have может быть и глагол действия, и глагол состояния. Вроде нет вопросов тут. Да, отлично. Тогда идем к, если не ошибаюсь, последнему. Да, the last question for today. Нужно также найти ошибку. Where's the mistake here? I've been loving my wife since I met her. Да, тут должна быть проще. I have been loving my wife since I met her. What's the correct way to say that? Я люблю свою жену. С тех пор, как мы познакомились. Okay. Great job, guys. Great job, guys. Well done. Молодцы, ребята. Молодцы. И второй вопрос. Почему это правильно? Вот вы многие из вас правильно написали. Вообще без ошибок тут. I have loved my wife since I met her. А почему именно I have loved? Чисто ради интереса. Да, все верно, потому что глагол состояние, because it's a state verb. То есть love нельзя использовать, несмотря на макдональдский
Мантра I'm loving it. Это неправильно, грамматически неправильно, но уже в разговоре слышно. Love – это у нас глагол состояния. Поэтому мы скажем I've loved my wife since I met her. That is correct. That is correct. Perfect. I'm in love with my wife. Можно сказать I am in love. Хороший комментарий. Человек написал в чат. Я напишу сюда, чтобы все могли видеть. То есть I am in love with my wife. Это факт. Я влюблен в свою жену. I think that's правильно привел. Я влюблен в свою жену. Is that correct? Вроде да. I'm in love with... Кто написал? У нас написал Samsung. Вроде исправил ваше имя тут, Людмила. Okay. Почему обратно у нас к Samsung перешли? Let me correct that again. Сейчас, где у нас Samsung? Samsung это у нас Людмила. Людмила. Let me correct that again. Okay, обратно сюда, к слайду. But I'm in love означает I think that's the translation. Я влюблен в свою жену. I think that's the Russian equivalent of that phrase. Тут это факт. Я просто подтверждаю мое чувство, my feelings towards my wife. Но если бы я хочу сказать, как долго я уже влюблен в жену, как вы бы это сказали? Давайте вы пишите ваш вариант. Я влюблен в свою жену уже, не знаю, с тех пор, как мы познакомились. Since we met. Since we met. Первая часть. Я влюблен в свою жену since we met. Как это правильно сказать? Кто нам поможет в чате? In the chat. Я читаю ваши комментарии. Reading your comments. Я влюблен в свою жену с тех пор, как мы познакомились. Since we met. Okay, у нас мало времени. I think I'll help you guys here very quickly. Okay, вот мы скажем I have. Нам же нужно указать, как долго. I have. Уже написал один человек. Читаем. Of course, that is correct. I have been in love with my wife since we met. Все верно. Еще раз, мы не можем указать, как долго с present simple. Как долго нам нужно указать либо с present perfect simple с глаголами состояния или с present perfect continuous с глаголами действия. Окей. Насколько вам все было понятно? Пожалуйста, пишите плюсик in the chat. Мы сейчас переходим к второй части этого вебинара. Насколько это было вам понятно, все мое объяснение? Если я просто решил, Андрей, решил немножко повторить эту тему в начале, окей? Вроде пока я жду от всех плюсик, если понятно, если не понятно, пишите минус тогда. Я хочу, like, to be convinced, быть уверен, что всем понятно пока. Отлично, всем пока понятно. Отлично. Теперь мы переходим к, как вы знаете, у нас на платформе, я открываю нашу платформу. Мы с вами уже перешли, это уже третья неделя нашего курса. Многие из вас прямо активно занимаетесь. Это здорово. Прямо я восхищаюсь. Ваш, like, your consistency, вы так регулярно занимаетесь. Это здорово. Это то, что нам нужно для результата. И мы с вами уже на этой неделе, на прошлой неделе мы говорили про issue. И на этой неделе уже перешли с вами к be used to и get used to. Вот у нас урок be used to и get used to. Для вас открываешь. Be used to и get used to. Это наша тема с вами на этой неделе. И тема довольно понятная. Как бы тут нет ничего, как сказать, слишком сложного, по моему мнению. Но я заметил, что get used to, к сожалению, не всегда правильно. То есть они как бы правильно его объясняют, но они как бы что-то не полностью объясняют, что-то как бы убирают, особенно для начинающих. Это как бы понятно, почему они так делают, потому что проще запомнить одно правило, потом второе и третье и так далее. То есть для многих
мы все знаем, но для многих студентов есть «а еще». Я начинаю на новое место, пусть будет новое. Сейчас переходим к основной части. Многие знают, что I used to drink водка. Означает, я раньше пил водку. Что сразу дает понять, что я больше не пью водку. I used to drink vodka. А сказать I am used to drinking vodka. Человек сразу понимает, что мне уже привычно, я уже привык пить водку, я пью водку каждый день, утром, вечером, днем. Уже норм, ничего страшного. Не я, просто чисто для примера. Я только один раз в жизни пробовал водку. Очень странный напиток для меня. So I am used to drinking vodka. Это как бы я уже привык. Я пью с друзьями регулярно, ничего страшного. А вот говорят, I am getting used to drinking vodka. Все это понимают, как я привыкаю. Я как бы, друзья не любят тусоваться, часто там водка бывает, а я как бы, мне сложно пить водку. Я привыкаю к этому. Я стараюсь побольше, то есть пить как свои друзья. То есть хорошо пить с друзьями. Я привыкаю к пьянию водку, something like that. И многим понимают, что еще это раньше, I am used to это мне привычно сейчас, уже сформирован, formulated. У меня уже есть привычка, уже сформировалась привычка. А I'm getting used to, многие понимают, как бы все еще в процесс. Другой пример, например. I'm getting used to living here. Я привыкаю жить тут, например, in St. Я все еще привыкаю жить в Питере. Это понятно. Вроде все это знают, но есть большой нюанс. А пьют с борщом. Я ни разу не пробовал водку с борщом. Нужно потестировать. Хорошая идея. Just kidding. Спасибо, Ирина. Okay. Вот I'm getting used to living in St. Petersburg. Я привыкаю жить в Питере. Но нужно знать одно. Нужно знать очень важный нюанс, что наш get used to он не ограничен только, мы используем не только, когда мы говорим о привычке, которая все еще формируется. Не только в таких случаях. Нужно знать, что у нас есть глагол get. И get, как и любой другой глагол в английском, меняет форму в зависимости от времени. For example, покажу тут. У нас есть get used to сейчас. Это будет новая тема для многих, но очень полезно знать. Может, вы не сразу же начнете использовать, но полезно знать, что есть такая структура. Вот get может быть, мы можем использовать get used to в present simple, в present continuous, в past simple. Это present simple, это present continuous, это past simple, это future simple, это present perfect simple. То есть get used to можем во всех этих случаях использовать. И смысл, конечно, меняется. Мы как раз рассмотрим, we'll talk about this in different contexts. Многие уже знают именно этот случай, когда мы говорим о том, что все еще формируется, привычка все еще формируется. Всем это понятно. I'm getting used to living here, I'm getting used to drinking vodka, I'm getting used to driving и так далее. Посмотрим пару примеров. For example, с present continuous. Нужно знать одно, еще очень важно. Довольно часто также путают. После get used to у нас может быть глагол, может быть существительное. И если у нас идет после get used to глагол обязательно должен иметь инговое окончание. И очень важно, это наш смысловой глагол. Он всегда, без изменения, без вопросов, всегда с инговым окончанием. Всегда. Если идет существительное, тогда просто оставим существительное. Например, я привыкаю жить тут. Мы скажем, I am getting used to living here. Мы тут видим I am getting. Почему I am getting? Потому что present continuous. Мы же знаем, что continuous это глагол to be с инговым окончанием. То есть эта структура be, глагол to be и инговое окончание относится к нашему get. Всегда. Я привыкаю жить тут. I am getting used to living here. Потом будет понятно, почему я как бы делаю акцент на это. И дальше я привыкаю к погоде тут.
или мы привыкаем к погоде тут. We are getting used to the weather here. We are, потому что глагол to be, so we это are. We are getting used to the weather. Уже the weather существительное, уже без ингового окончания. Или они все еще привыкают к еде в этой стране. They are getting used to the food. Food существительное. Или я еще привыкаю к графику, к новому графику. I'm getting used to my new job schedule. Schedule существительное. И последний, я привыкаю вставать рано. Для меня это что-то сложное. I'm getting used to waking up early. Wake – это уже глагол, поэтому инговое окончание. Еще раз. Эти структуры I am, we are, they are, I am – это потому что мы описываем то, что сейчас происходит. Привычка формируется. Present continuous. Это вроде понятно. И дальше посмотрим уже не present continuous. Когда мы хотим использовать get used to в другом случае. Это у нас present simple. Когда нам это нужно? Когда мы хотим описывать то, что регулярно происходит. Факт. Например, я быстро привыкаю к новым местам. Я не сейчас привыкаю, просто общаюсь с друзьями, им говорю, что мне не сложно вообще к новым местам привыкать. Мне очень легко. Я не сейчас к чему-то привыкаю. Просто в общем мне не сложно. Уже present simple. Тут у нас уже нет I am getting, как вы заметили. Потому что это present simple. Еще раз. Тут present continuous I'm getting used to. Я привыкаю сейчас. А тут я быстро привыкаю. В общем, мне не сложно привыкать к новым местам. Would say, I get used to new places quickly. Или она быстро привыкает к новым людям. She gets, present simple. Мы же видим gets. She gets. Это как факт про нее. She gets used to new people really fast. Или требуется время, чтобы привыкнуть жить одному. Как факт. Когда вы жили с родителями, когда и вам пришлось переехать, обычно сложно привыкнуть к этой жизни. Это не к тому, что прямо сейчас происходит. Я просто констатирую факт. Would say, it takes time to get used to living alone. Что я хочу, я стараюсь вам показать. Показать, что get used to мы используем не только, когда мы описываем то, что прямо сейчас происходит. Насколько это пока понятно? Пожалуйста, пишите плюсик in the chat, if it is clear so far. У нас будет еще пару слайдов. Поэтому хочу шаг за шагом постепенно. Окей, вижу. Окей, плюс-минус. Окей. Окей. Окей, давайте так. Проверка для вас. A test for you guys. Еще по этой теме. On this topic. Как вы скажете? How would you say? How would you say? Я привыкаю к новому графику. График – это schedule. Как вы это скажете? Ваш вариант пишите. Я поменял работу и сейчас привыкаю к новому графику. Как вы это скажете? Я привыкаю к новому графику. Читаю. Из-за времени возьмем сам первый и пойдем дальше. Я привыкаю к новому графику. I'm getting used to my new schedule. Все верно, Оля. Оля написала. Возьмем ее вариант. I am getting used to my new schedule. Окей. Все верно. Все верно. Даже right now не обязательно, потому что I am getting сразу носитель понимает, что это сейчас происходит. Это у нас present continuous. Так же, как, например, I am eating, сразу носитель понимает, что вы сейчас кушаете, без right now. Или he is sleeping, он спит. Мы сразу понимаем, что это right now. Поэтому без right now все уже понятно. Также I am getting used to, сразу понятно, что это right now, это происходит. А как вы скажете, мне... One second.
Мне легко привыкнуть к изменениям. Изменения — это changes. Мне легко привыкнуть к изменениям. How would you say that? Возьмем также первый вариант и пойдем дальше. Мне легко привыкнуть к changes. Еще вариант. Уметь. Почему am? Of course, Оля, that is correct. Уметь. Почему am? Если present simple, например, я ем каждый день. I eat every day. Мы же не говорим I am eat every day. Уметь. Зачем нам нужно am в present simple? То, что это факт про себя. Я регулярно это делаю. I eat every day. А мне легко привыкнуть. Мы также скажем I get used to changes easily. Present simple. I get used to changes easily. Это факт про себя. Все верно, ребята. I get used to. I get rather easily used to. Correct. I get used to changes easily. То есть present simple. Давайте посмотрим, если найду на English пример. У нас времени не хватает. Мы попробуем. Let's give it a try. Say get used to. Let's see. I can't. 1 second. No, not that. Just a second. A bit of time. No. We get used to material goods quite quickly. Вот человек использует present to get used to без глагола to be, не are getting. Просто get used to. Что означает, если мы переведем, что он тут сказал, давайте переведем reversal context, чтобы вам было понятно. Мы быстро привыкаем к материальным товарам. Это факт. Он описывает человеческие качества. Люди быстро привыкают не сейчас прямо, а в общем. Fact. Present simple. Люди быстро привыкают к материальным товарам. I think that's what he said. Correct. No, because of our time. Идем дальше. Because of our time. У нас еще пару слайдов. Let's see the next slide. То есть мы видим, что get used to можно в present simple использовать. Но get used to также можно в будущем, когда хочу сказать, что он привыкнет, или я привыкну. Они привыкнут. Мы также get можем использовать. Например, ты скоро привыкнешь к своей новой работе. You'll get used to your new job soon. You will get used to. Мы практически всегда get used to используем, не be used to. Почему? Потому что be это глагол состояния, а get делает акцент на изменении. Get — это глагол, который показывает, что идет, будет изменение какое-то. Не могу подробно объяснить это сейчас, но нужно знать, что когда мы говорим о будущем, о прошлом, нам нужно get, менять форму. Вот еще пример. Я уверен, он привыкнет жить за границей. I'm pretty sure he'll get used to living abroad. И заметили, living — это наш смысловой глагол. Он все еще идет с инговым окончанием. Это просто структура такая. Тут не present continuous. Просто наш смысловой глагол должен иметь инговое окончание. I'm sure, я уверен, он привыкнет. Или ты привыкнешь говорить по-английски на собраниях. Я говорю с коллегами. Не переживайте, you'll get used to speaking English at meetings. Speaking — это наш смысловой глагол. Говорить по-английски. You'll get used to speaking English at meetings. И задание для вас. Пишите ваш вариант в чате. Write your response in the chat. Пусть будет для вас, чисто для вас. Как вы скажете про себя? Я надеюсь, I hope, я привыкну к чему-то. Это для вас, чисто для вас. Я для себя пишу мой вариант. И пишите ваш вариант для себя в чате. В моем случае я say, I hope that I'll get used to, let's say, waking up early soon in the future.
Мне сложно вставать рано. So, я надеюсь, что мне получится привыкнуть к этому. I hope I'll get used to, sorry, my bad, with a D. I hope I'll get used to waking up early in the future. I hope I'll get used to waking up early in the future. Irina, I don't get your question. Пример с knowing. Okay, I think I understand what Irina is saying. Irina хочет пример с глаголом know. Например, какой пример с know? I can't think, даже в русском, какой пример может быть, я привыкаю знать чего-то. Можете писать вариант на русском, тогда могу понять, что именно вы хотите. Я даже не могу придумать. Не то, чтобы писать, а именно, чтобы была со смыслом, with a logical meaning, с глаголом know в русском языке. Пишите Ирина в чате, я посмотрю, и уже могу помочь с глаголом know. И теперь вы уже написали ваш вариант, к чему вы надеетесь, что вы привыкнете. Тогда пишите это в чате. Write your I hope that I'll get used to и к чему-то. In the chat. In the chat on here on Zoom. Окей. Я буду копировать ваш вариант на экране. Пишите, я все читаю. От Елены. I hope I'll get used to speaking English. Будет правильно так. Speaking English fluently. Вот наречие. Говорит на английском бегло, свободно. I hope I'll get used to. Все верно, молодцы. От Елена. Марина. I hope I'll get used to. Я копирую тоже ваш вариант. I hope I'll get used to waking up early. Вы же просыпаетесь. Нужно уточнить именно early, не просто просыпаться. Я привыкаю знать его привычки. Даже странно звучит на русском языке. Чисто для примера. Ирина спрашивает, как сказать. Я привыкаю знать его привычки. Вопрос ко всем. Как вы это скажете? Я привыкаю знать его привычки. Write your suggestions in the chat. Пока вы пишете, я читаю еще от Оли. Оля написала. Оля wrote, I hope that I'll get used to going to bed early. Да, это проблема для многих. Окей, от Умед. Умед написал, I hope I'll get used to working with daily dictation consistent. Да, нужно привыкнуть к daily dictation, Умед. Окей, от Gulnaz. I hope, Gulnaz пишет, I hope I'll get used to reading English every day. Perfect. That's great. That's great. Все верно, Людмила. Если перевести, получается I'm getting used to knowing his habits. I am getting used to know his habits. Это правильно, Ирина. Но все равно, даже не могу, я привыкаю знать об его привычке. Это правильно грамматически. Даже в русском вроде звучит не очень по-русски. Верно? В русском странно звучит даже для меня. Но это правильный перевод. Я понимаю, почему вы, возможно, вы задавали этот вопрос, потому что глагол know, вы как бы считаете, что это глагол состояния. Но вам нужно знать тут, что это не present continuous или present simple с глаголом know. То есть наш смысловой глагол не отражает время с get. Время отражает глаголом get. Поэтому мы говорим тут I will get, это будущее will get, настоящий I get, сейчас происходит I am getting. То есть время отражает наш глагол get. Мы с getом понимаем, это настоящее или будущее или прошлое. А вот наш смысловой глагол просто не меняется. Living, waking, talking, eating. Он не отражает время, он всего лишь держит форму герундия. Living, walking, talking, eating и так далее. Я понял, почему вы написали этот вопрос, но хотел от вас получить пример сначала. Irina, is it clear? Irina Berlin. Еще от Ольги. Ольга написал ее пример.
Копирую сюда. Она написала, I hope I'll get used to studying English every day. That's great. I hope I'll get used to studying English every day. I'm getting used to recognizing his habits. We could say that. We could say that. So, ребята, мы тут видим уже будущее. I will get used to. Так же, как мы видим будущее, например, I will go. Глагол go не меняется, поэтому тоже get не меняется. Или I will eat dinner with my family. Глагол eat не меняется, поэтому глагол get также не меняется. То есть посмотрим в разных контекстах, и мы пойдем к последнему слайду. Say, for example, то есть я привыкаю жить в этой стране. I am getting used to living in this country. Мне легко привыкнуть к новым местам. I easily get used to living in new places. Я привыкну жить в этой холодной стране. I will get used to living in this cold country. А прошедшее также можем сказать. Получилось, я привыкну. Все-таки получилось привыкнуть. I say, finally, I got used to living here. Уже прошедшее. Наш get. Заметили везде living, а get отражает время. Got, will get, I am getting. А наш смысловой глагол просто стоит. Ничего не делает. Наслаждает жизнью, и пока get работает для него. Показывает, какое время. Давайте посмотрим пример с прошедшим. Cause of our time. Мы уже постепенно завершаем. Вот past simple. One second. Я привык жить один через несколько месяцев. Тут, конечно, может появиться немножко путаница. Я объясню чуть позже. But I got used to living alone after a few months. Спустя пару месяцев у меня получилось. Я привык жить один. Я привык жить, то есть один, короче. It's easy that way. Или я очень быстро привык использовать это предложение. I got used to using this app very quickly. Или мы привыкли готовить каждый день во время локдауна. We got used to cooking every day during the lockdown. И, возможно, из-за перевода на русский язык появляется какая-то путаница. Привыкли, привыкла. Очень похоже, наверное, для вас, очень похоже на I am used to. Я привык, I'm used to. Могу согласиться. I could agree. Но в чем отличие между I am used to living here и I got used to living here? Смысл по факту не меняется. Смысл никак не меняется. Во-первых, означает, мне привычно жить тут. Мне привычно жить тут. I am used to. Это факт. Описываю факт. I'm used to living here. Мне привычно тут жить. А вот I got used to living here. Когда носитель слышит I got used to, он сразу понимает, что когда-то вам это было сложно. Вы прошли через трудности, но у вас получилось привыкнуть. То есть появилась привычка. Используем ли мы эту структуру? Конечно, можем тут посмотреть. Let's see some examples here. Got used to. Мы постепенно завершаем. People in Johnstown got used to flooding when there were heavy rainfall. Как это перевести? How to translate that to Russian? Люди в Джонстауне привыкли к наводнениям, когда был сильный дождь. Это говорит о прошлом. Они привыкли. It's about the past. Past simple. То есть, что я стараюсь вам показать сегодня? Я хочу, чтобы вы знали, что get мы используем в разных случаях. Не только когда мы говорим о том, что сейчас происходит. Можем говорить о будущем, о прошлом, о настоящем. То, что сейчас прямо происходит в разных случаях. И что я могу рекомендовать делать? Конечно, нужно больше примеров. Это не для всех. Эта тема, это дополнение к сегодняшней теме. It's just an additional topic. Для тех, кто бы хотели увидеть больше контекстов, more context, что рекомендую делать? У нас есть сайт Youglish, вы этот сайт уже знаете.
Я рекомендую сюда перейти и просто пишите разные предложения. Не полные, например, пишите I am getting used to. Вот, I am getting used to. И мы нажимаем на Save. Он показывает тут 17 видео, где это было использовано. I am getting used to. И что вы можете делать? Вы можете слушать, а потом уже перевести. Нажмите на Reversal, он придет к сайту, показывает 1 second. Тут не видно полный контекст. Будет немножко сложно. A little bit difficult. Наводнение. Да, наводнение это flood, может быть глагол, может быть существительный. Вопрос был от человека. Flood может быть глагол, может быть существительный. Возьмем, например, got used to. 1 second. Got used to. Уже написал got used to. Тут написано, что 2000 видео, где было использовано got used to. Вы также можете слушать несколько из них. I got used to hearing myself. И перевести. Видеть больше контекст. Reversal context. Нажимаем, и будет перевод на другом, like, a different tab. Таким образом, я рекомендую писать разные. Например, I got used to, I am getting used to, I will get used to, I have gotten used to. Несколько пишите, чтобы видеть больше контекстов. И, возможно, появится вопрос в процессе. While you're doing this, и вы сможете вопросы задавать в чате. Окей, because of our time, у нас времени практически не осталось. Скоро начинается следующий вебинар. Есть ли у кого-нибудь вопрос? Вижу вопрос от Людмилы. А какое отличие будет при I have got used to cooking? A good question from Irina. В чем отличие между I got used to cooking и I have got used to cooking? По факту нет отличия в смысле. Можем так и так сказать. Если переходим сюда, пишем, например, let's say, have got used to. Тут есть 170 видео с have got used to. Once people, это не совсем то. Не совсем то. Не совсем то. 1 second. Yeah, the kids have got used to it. The kids have got used to it. Both of them, то есть она могла бы сказать, the kids got used to it. Тоже будет правильно. Но в чем отличие? В том, что между got used to, I've got used to и getting used to, в том, что этих случаях описывается, делает акцент на то, что формировалась привычка. То есть, когда мы слышим I am getting used to, означает, привычка формируется. I got used to уже формировалась. Тут также уже формировалась в обоих случаях. Но тут все еще формируется. Но нет никакого основного отличия в смысле между этими предложениями, with these sentences. Но, конечно, еще, как мы знаем, отличие между present perfect и past simple. Past simple можем уточнить время. I got used to cooking last year. Но present perfect уже нельзя сказать last year. Или, let's say, I got used to driving on the left 2 months ago. So present perfect, просто мы можем сказать I have gotten used to driving on the left. Без уточнения когда. Это уже как бы отличие между present perfect simple и past simple, как время. Мы об этом уже с вами говорили на 2 webinars, 2 вебинарах. Okay, because of our time, тема довольно большая, it's a broad topic, могу согласиться. Есть ли у кого-нибудь вопрос? Если более-менее понятно, пишите плюс, если совсем непонятно, пишите минус. Write a plus or a minus in the chat. A plus. В основном многим понятно. That is great. That is great. Я понимаю, что с present perfect simple, с present perfect continuous может быть все еще сложно. Я понимаю. А что самое главное, чтобы вы знали, что мы говорим не только I am getting used to,
мы еще можем сказать, I get used to, I will get used to. Особенно, когда вы хотите говорить про будущие привычки. Я привыкну. I'll get used to something. Или прошедшее, I got used to that. Okay, friends, мы тут закончим наш вебинар на сегодня. Урок уже открыт на платформе. Вам нужно смотреть урок, выполнить все упражнения. На платформе по этой теме именно нет у нас дополнительных упражнений. Но я добавлю в уроке, который у нас откроется в среду, on Wednesday. Чисто дополнение, не обязательно, вы можете его пропустить. Но те, кто бы хотели немножко потренироваться в использовании get в разных случаях, тогда рекомендую выполнить дополнительный раздел, который появится в среду, про get used to в разных контекстах. Окей? Okay? Кому урок был полезен сегодня? Who enjoyed the webinar today? Who enjoyed the webinar today? Дайте, пожалуйста, знать в комментариях. Who enjoyed today's webinar? Okay. Спасибо. You're welcome. Спасибо. Отлично. Запись, как обычно, будет. Те, кто смотрит наш запись. Окей. Ладно. Пропускаем. Отлично. Great. То есть мы с вами встречаемся в пятницу, и после выполнения упражнений про get used to, возможно, уже появится вопрос. Тогда вы его можете задавать на вебинаре в пятницу. Ребята, продолжайте заниматься на платформе, выполняйте упражнения. Если у вас есть старый спикинг-клуб, пожалуйста, приходите на разговорный клуб. Крайне важно. И не пропускайте наш вебинар. Как уже заметили, вебинар сильно отличается от урока на платформе. Это большое дополнение, поэтому их не стоит пропустить. Если не получилось присоединиться, тогда обязательно посмотрите запись вебинара. So, friends, спасибо всем за внимание. Я останавливаю запись. I'm gonna stop the recording. И я напишу в чате, я уже взял больше времени, чем должен. Мне нужно 5 минут. Я остановлю встречи и перезапущу.